Девочки, мальчики, привет! Сегодня обнаружила у себя вот такую красоту. Дендробиум фармари. Снимаю видео вечером, потому что переживаю, чтобы утром он не закрылся. Ну, насколько я помню, он цветет где-то около недели, 7 дней, вот так вот. Очень не ожидала, что именно в этой локации, на южной стороне, и именно в это время весной, в конце марта, у меня он зацветет. Я обожаю этот дендробиум фармари. Он у меня уже несколько лет. Вот так он у меня тут среди хоечек на подвесе. В прошлом году он у меня несколько раз цвел. И вы знаете, гроздья были, конечно, попышнее, побогаче. Но этот невероятный красивый цветочек, он никогда не оставляет меня равнодушным. Из-за того, что он цветет нечасто, в основном в весенне-летний период, но в этом году прям рекорд, раньше, чем обычно. И слушайте, я прям довольна и рада его вновь видеть на своих цветочных полочках, в своей цветочной локации. Это невероятная красота. У него есть тоненький такой ненавязчивый аромат. Он мне напоминает запах такой, знаете, не цветочный, каучуковый, я не знаю, жевательной резинки. Ну, такой вот какой-то вот, ну, интересный аромат. Интересный. Даже ароматом не назовешь, а специфический такой у него запах. Как он у меня растет, девчонки, мальчишки, вот в таком непрозрачном подвесном кашпо. Цветет он в основном на бульбах двухлетней выдержки, так сказать. Нарастил в этом году вот новые бульбочки. Так, тут он с хоечками дружит, поэтому хоечки тоже цветут. Видите? Они друг на друга смотрят. Видимо, он, попав в локацию с хоями и увидев их цветение, тоже решил поспешить. Но я думаю, виной всему этому весеннее ласковое солнышко. Мне даже интересно, возможно, в этой локации он будет чаще давать цветоносы. Цветонос выходит вот так, из зрелой бульбы. И каждая бульба процветает один раз. Видите? Вот следы от цветения. И длится это великолепие, я вам уже сказала, меньше 2 недель. 10 дней, 7 дней. Все зависит от температурного режима. Он невероятно красив. У меня есть еще один фармари. Я не удержалась и купила себе белый. Еще не цвел, но сейчас вам его покажу, в каком он состоянии и как он у меня адаптировался. А вот здесь на полочке у меня еще один фармари, ребята. Вот он. Он, как ни странно, растит корни вот так. Представляете? Какой-то нонсенс. Ну, эти корни стелятся вдоль грунта, а вот один корень пошел вот так вверх. Представляете? Вертикально вверх. Очень странное явление. Приехал он ко мне осенью, и я не вижу пока на нем цветения, признаков у садовника. Я так подозреваю, что этот куст еще, хоть он и взрослый, еще ни разу не цвел. Так что вот так, друзья мои. У него тоже красивая такая бульба с красивыми листьями. Он у меня здесь в тенечке стоит на полочке. Ну, ему, конечно, от окна попадает свет, ну, рассеянный свет. Поливаю после просушки.
Не заливаю. Вижу, бульба еще растит, листики. Но очень хотелось бы увидеть его цветение тоже в ближайшее время. Еще у меня 2 дендробиума в фармере. Ну и тут немножечко цветущих, девчонки. Вечерняя съемка. Мой Сога Лоуренс цветет. Доцветает моя безымяшка. Ну, я уверена, что она такая, знаете, непростая орхидея фаленопсис, а с родословной, судя по строению цветочка. Здесь у меня красавчик лаковый мету. Очень похож на Сога Релакс. Биглипчик все еще в цвету. Вечером я вам не показывала эту локацию ни разу. Ну вот сейчас полюбуйтесь в вечернее время. Там у меня 2 дракончика. Сердце дракона. Лека Фантастик. Ой. Все еще цветут. Один, и там он второй смотрит в окно. Так. Слушайте, очень меня порадовала аказия поля своими богатыми корнями. И я посадила ее в мох. Просто в мох. В живой мох. И, в общем, ей понравилось. Самое главное, ее поливать вовремя. И она, эта детка, покажу вам сразу, обожаю ее листья. А вот взрослая дамочка, точно так же живой мох. Я по пути расскажу про них тоже, потому что они здесь, в этой локации, меня радуют. И вот смотрите, какие у нас листья. Вот последний лист вот такой вот красивый. Вот это вот мама, вот это дочка. Красота. И вижу здесь сразу, мне кажется, 2 листа одновременно идет. Представляете? Какая это будет мощь, красота. У меня еще есть парочку алаказий, которые сейчас у меня на гидропонике. Я пытаюсь их привести в чувство, реанимировать. Не всем подошел мох, но именно поле его приняло с удовольствием. Так, здесь у меня хои. И еще один лаковый красавец. Мету Кинг звать его. Он, конечно, я вам скажу, на освещении днем намного симпатичнее выглядит. Он весь переливается и блестит. Красавчик еще тот. О, новый бутончик расщелкнул. Завтра будет сюрприз. Так, девочки, все так же у меня цветет филиппиненсис. Обалденный фаленопсис. Я так понимаю, что он все же ближе к природникам. Роза моя никак не угомонится. Все доращивает цветочки. Но у нее есть такая вот тенденция сбрасывать первые цветы, дорастив новые бутоны. Мне, конечно, хотелось, чтобы она оставила все имеющиеся цветочки, и чтобы была вот такая пышная, симпатичная веточка. Так, я вам уже показывала, Наталья Ико доцветает, но бутончика пока я нового не вижу. Кстати, у нее вот здесь, девчонки, цветонос второй, как бы она выпустила. Это прошлогодний, она его просто доращивает и цветет. Дает 1-2 цветочка и цветет. И выпустила второй. И я подумала, что она как бы справится, и у меня будет попышнее цветение. Ну нет, не случилось. В общем, вот такая вот здесь красота в этой локации. Алаказия прям
немного так озеленяют, придают такую, знаете, изюминку этой локации. Хвои свисают каскадиками. В общем, все дружат. Мой красавчик розовый, нежный Сан-Франциско доцветает. Надо будет решить вопрос с его новым домом, потому что, девочки, уже огромный куст. И вот эта закрытая система, безличь корней, посмотрите, там уже не вмещается он в этот горшок, уже возвышается вот так над субстратом. Ну и мне кажется, пора бы подумать о его переезде. Очень интересно, я вижу, хоть еще не отцвел, но уже начался новый рост листьев. Так, здесь на стоечке у меня ринхостирис пересаженный. Доцветает мой красавчик Joyride. Тоже обязательно я его пересажу, переберу корни, потому что, видите, он в этом сезоне сбросил большое количество листьев. Листья продырявил корнями и посбрасывал. Надо ему тоже немножко видоизменить посадку и запрятать воздушные корни вовнутрь. Ну, как-то вот не сильно я люблю вот такие варианты. Но ничего с этим не поделаешь. Как бы не хотелось, со временем многие орхидеи приходят вот к такому вот виду. И с этим надо что-то делать. С этим надо что-то делать. Так, в общем-то, все потихонечку растут, цветут. Все ждут цветения от моей энциклии кохлеаты. И вроде чехол появился. Вон, видите? Но пока как-то процессы не идут. Так, ну и здесь покажу вам в вечернем освещении красавца рыжика своего. Я его так называю. Sunset Love. Великолепен. Просто великолепен. Утром на солнышке очень пахнет. Просто невероятно красив. Мне так нравится, девочки. Вот это ж у него... Я здесь немножко, смотрите, поцарапала ему цветонос вот этой вот фиксатором этим. Сначала подумала, что это у меня вредители его поели. А это я его фиксировала, поцарапала. Это прошлогодний цветонос. А это новый цветонос этого сезона. Красавчик. Так ароматит нежно-нежно. По утрам, когда здесь солнышко, он прям так радует. Супер. Очень красивый. Так что, друзья мои, всем мирного неба. У нас сейчас немножечко шумно. У нас тревога. Я, чтобы немножко отвлечься, решила вам снять видео о красоте наших любимых растений, о красоте наших орхидей. Ну, еще раз покажу вам фармари. С него начали наш репортаж, и мы закончим. Для любителей всяких таких интересностей могу вам сказать, не переживайте, приобретайте этот интересный вид орхидей, этот дендробиум. Я вам могу сказать, что у меня он тут, конечно, очень пересыхает. И ему, я стараюсь его, конечно, почаще поливать, но у него там, я не знаю, надо уже делать замену грунта. Я все жду и пересадку, я все жду, когда он вплотную, ну, он уже, в принципе, вплотную подошел к краю горшочка. Если когда уже не будет куда растить ростики, я тогда его перевалочкой в другой горшочек пересажу и, возможно, даже разделю на части. Вот это вижу новый ростик. Видите, идет. И
возможно, рыхлый субстрат. Я когда поливаю, у меня сразу с дренажных отверстий вода стекает. И поэтому надо в моих условиях поливать почаще. Когда ему сильно жарко, он остается вот вообще без этих листиков. Ну вот пока новые бульбы листики держит. Так он мне, конечно, с листиками больше нравится, скажу вам честно. Но он прекрасен. Посмотрите еще раз на эту прелесть. Порадуйтесь этому празднику природы, этому торжеству природы. Когда увидишь у себя на подоконнике такую красоту, сердце просто замирает от восторга. Я так понимаю, что у нас еще даже не полностью все открылись бутончики. И вы знаете, он в считанные дни формирует и наращивает вот эти бутоны и формирует цветонос. Это настолько молниеносно происходит. Ты еще вчера только увидела цветонос, уже через пару дней ты приходишь, уже здесь цветочки. Он как гроздочка винограда, быстро-быстро наращивает бутоны. Ну, это невероятно. Утром приходишь, одна картина, после обеда вторая, вечером уже третья. Очень быстро растит цветонос. Как будто спешит. Спешит нас удивить. Посмотрите на эти желточки. Это невероятно. Это просто вау. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого хорошего и наилучшего. Получайте по максимуму удовольствия от цветения наших любимых орхидей. Обнимашки.